Трамп готов бомбить Иран, готов договариваться с Ираном, побеждать демократов, снижать налоги и бороться за чистоту спорта. Лучшее из речи американского президента в пятницу вечером. И это было в прямом эфире на всю страну. Иран уже прямо говорит, США готовы воевать. Но Рубио еще надеется на дипломатию. Ситуация в Старобельске. Кого российский генштаб подселил в дом с вывеской «Общежитие», и причем тут Алабуга политех? Трамп опять теряет соратников. В отставку уходит Тулси Габбард, директор национальной разведки. Она дружила с Башаром Асадом, восхищалась Путиным и отрицала ядерную программу Ирана. В Лондоне учения НАТО на случай атаки России по странам Балтии. И новый главный по доллару. В Вашингтоне принес присягу новый руководитель Федеральной резервной системы США. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп начал кампанию перед промежуточными выборами с большого митинга в штате Нью-Йорк. Часть выступления вновь была посвящена Ирану. Президент заявил, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие и дал понять, что Вашингтон готов к новым ударам, если переговоры провалятся. Параллельно президент активно атаковал демократов, высмеивал их доклад о поражении на выборах и рассказывал о победах своих кандидатов на республиканских праймериз. Во время митинга полиция вывела как минимум 3 протестующих. Один из них выражал протест против политики Трампа. Несмотря на это, зал скандировал еще 4 года, когда президент вновь заговорил о возможности 3-го срока. Но наиболее яркой частью выступления стало вот это. У нас есть еще лучше. Джексон, у нас есть тяжелоатлет. Это был неудачливый тяжелоатлет-мужчина. А потом он решил перейти на другую сторону. И был крупный, очень крупный турнир. Олимпийский отбор. Там была молодая женщина. Действительно выдающаяся. Одна из величайших в истории. И она могла поднять над головой 204 фунта. И этот рекорд держался 17 лет. Джексон, 17 лет. И она собиралась побить этот рекорд. Это был большой рекорд, но она собиралась его побить. И они добавили 1/8 унции с одной стороны и 1/8 унции с другой стороны. А ее родители сидели прямо там, где сидите вы, прекрасные родители. Верно? Вы родители? Да. Даже если бы и не были, теперь вы ее родители. Отличная работа. Хорошая работа, мама. И вот эта прекрасная, молодая, тяжелоатлетка. Женщина, настоящая женщина. Это была настоящая женщина. Итак, у нее была 1/8 унции. 1/8 унции. Там было примерно 208 фунтов, и она собиралась это сделать, а ее родители так гордились. Ее отец знал, что она не сможет, но мать думала, что сможет. Это типично для матери. Отец любил свою дочь, но не был уверен. И она наклонилась, подняла эту штуку, потянула вверх. Уже почти смогла, едва-едва. А мать кричала: «Давай, дорогая, ты сможешь». 17 лет держался этот рекорд. «Давай, дорогая». И она подняла это вот до сюда. Джексон. Она была уже почти. «Давай, дорогая». Мать кричит, а отец уже почти скучает, потому что знает, она не справится. А мать кричит: «Давай, дорогая, я так тебя люблю». «Мама, я тебя люблю, я тебя люблю». И она не смогла. Бум. Все упало. А потом вышел этот молодой перешедший человек. Знаете, я уже очень хорошо научился подбирать слова. Мне потребовалось много времени. Раньше меня критиковали. Это был перешедший человек, и он подошел. Хотя до этого он был неудачником, самым слабым среди мужчин-тяжелоатлетов. И он встал над этим весом. Посмотрел на него. Он мог бы поднять это 4 или 5 раз. Он побил рекорд больше, чем на 100 фунтов. Разве это не абсурд? Разве это не... Хотите услышать историю про плавание или нет? Знаете, моя жена, великая первая леди, номер 1. Фильм номер 1. Можете поверить? Мне это не нравится. Мне не нравится успех у членов семьи. Нет, в семье может быть только одна звезда, иначе не работает. Она снялась в фильме, фильм номер 1. Видели? Потом он вышел на стримингах. Новая штука, стриминги. И там он тоже был номер 1. Но она сказала: «Дорогой, пожалуйста, ты так красиво выступаешь. Сделай мне одолжение, не рассказывай историю про плавание. Не рассказывай про тяжелую атлетику. Это чертовски не по-президентски. И еще, дорогой, когда будешь уходить и заиграет та песня, гей-гимн, если помните».
Думаю, именно поэтому я так хорошо выступил среди гей-избирателей. Думаю, из-за этого. Лучше, чем у любого республиканца когда-либо. И с большим отрывом. Но моя жена, первая леди, очень элегантная женщина. Поэтому женщины ее любят. Они ходили смотреть тот фильм по 15 раз. Ладно, готовы? Она сказала: «Дорогой, не танцуй, ладно? Это не по-президентски. Не изображай тяжелую атлетику. Это плохо выглядит. Не рассказывай историю про плавание». Так что я расскажу историю про плавание. Расскажу прямо сейчас. Молодая олимпийская пловчиха. Очень красивая олимпийская пловчиха. И знаете, это как пирамида. Все великие спортсмены соревнуются друг с другом с 5 лет. Так это работает. Они лучше остальных. Будь то гольфисты, бейсболисты, футболисты. Ты был великим уже в 4 года. Ты бросал мяч лучше всех остальных. Но правда в том, что так всегда и происходит. И вот эта молодая женщина, мечтающая об Олимпиаде, знает всех девушек справа и всех девушек слева. Она стоит там такая гордая. Она хочет квалифицироваться. И она действительно чемпионка по плаванию. И она смотрит налево. Вы слышали эту историю? Она видит 6 девушек и знает каждую из них. Смотрит туда. Да, отлично, хорошо, привет. Привет, как дела? Она их ненавидит, потому что они соперницы, но все равно здоровается. Потом смотрит направо и видит 6 человек. 5 она знает. Но рядом с ней стоит 1 человек. Просто гигантский. Это гигантский человек. И она смотрит на него снизу вверх. На нее? Простите? Это может стать концом моей политической карьеры. Это может стать концом. Нельзя так говорить. Нельзя говорить «смотрит на него снизу вверх», потому что так, что она смотрит на нее снизу вверх. Боже мой, он такой, то есть она такая огромная. Я никогда не видела никого такого. А размах рук у него примерно как у Шакил О'Нила. Иди домой к мамочке. Иди домой к... Иди домой к мамочке. Отведите его домой к мамочке. У него будут неприятности. Знаете, чего он не говорит? Что его мама сейчас смотрит это по телевизору, и ей это нравится. В любом случае, вот этот человек. И знаете, что произошло? Эта история вообще-то очень известная. Она получила серьезную травму. Знаете, какую? Ожог ветром. Потому что он пронесся мимо нее так быстро, что она получила сильнейший ожог ветром прямо в бассейне. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что сохранение нынешнего положения вокруг Ормузского пролива стало для США, цитата, «невыносимым». В сообщении в соцсети X он обвинил Вашингтон и его союзников в срыве перемирия и морской блокаде региона, которая, по словам Тегерана, угрожает безопасности мировой энергетики. Новое уравнение Ормузского пролива находится в процессе закрепления. Безопасность судоходства и транзита энергоресурсов была поставлена под угрозу Соединенными Штатами и их союзниками через нарушение режима прекращения огня и введение блокады. Разумеется, их зло будет ослабевать. Мы прекрасно понимаем, что продолжение статус-кво для Америки невыносимо. При этом мы еще даже не начинали. Заявление прозвучало на фоне крупнейшей эскалации с момента прекращения огня. По данным западных СМИ, иранские силы атаковали несколько судов в Ормузском проливе и нанесли удар по нефтяному порту в ОАЭ. Попытка Дональда Трампа использовать ВМС США для восстановления свободного судоходства привела к резкому обострению ситуации вокруг одного из важнейших нефтяных маршрутов мира. Соединенные Штаты заявляют о небольшом прогрессе в переговорах с Ираном, однако до соглашения еще далеко. Госсекретарь Марко Рубио после встречи министров НАТО в Швеции подтвердил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Пакистаном, который выступает посредником между Тегераном и американской администрацией. По словам Рубио, Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает добиться сделки, однако ключевые противоречия сохраняются. Рубио подчеркнул, если Иран не согласится открыть пролив и изменить свою позицию по ядерной программе, у США остаются другие варианты. Я сказал то же самое. Не могу поверить, что сказал то же самое, что и иранцы. Есть определенный прогресс.
Я бы не стал его преувеличивать, но и преуменьшать тоже не стал бы. Предстоит еще много работы. Но, да, определенное движение есть, и это хороший знак. Я рад, что они это сказали. Но мы пока еще не достигли цели. Надеюсь, достигнем. Президент предпочел бы заключить хорошую сделку. Но вы спросили, настроен ли я оптимистично? Я не характеризую это ни как оптимизм, ни как пессимизм. Мы будем реагировать, исходя из фактов, какими мы их видим и какими они будут проявляться. Приоритеты президента ясны. Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Вопрос высокообогащенного урана должен обсуждаться, должна быть решена его дальнейшая судьба и, конечно, должен быть урегулирован вопрос будущего обогащения. Мы пока еще не достигли цели, и, надеюсь, это изменится. А может и не измениться. Честно говоря, может и не измениться. Мы имеем дело с очень сложной группой людей. И если ситуация не изменится, президент ясно дал понять, что у него есть и другие варианты. Он предпочитает путь переговоров и хорошую сделку. Но он сам выражал обеспокоенность тем, что, возможно, это невозможно. Тем не менее, мы продолжим попытки. Я знаю, что наши люди продолжают очень активно над этим работать. Но у нас также должен быть план «Б». И план «Б» заключается в следующем. Что если Иран откажется открыть проливы? Что если Иран решит, мы не откроем проливы, мы будем контролировать пролив и взимать за это плату? В таком случае нужно будет что-то предпринимать. И я бы сказал, что страны, представленные здесь сегодня, пострадают от этого даже сильнее, чем сами Соединенные Штаты. Основным посредником в этом процессе был Пакистан, и остается им. И, на мой взгляд, они проделали достойную работу. Именно через них мы продолжаем работать. Разумеется, и другие страны имеют свои интересы, особенно государства Персидского залива, которые находятся в центре всего происходящего. И у них может быть собственная ситуация. Мы разговариваем со всеми ними. Но я бы сказал, что главным государством, с которым мы работаем по всем этим вопросам, остается Пакистан. И, насколько я понимаю, главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир, должен был отправиться туда еще вчера, но, возможно, вылетит уже сегодня. Фельдмаршал Мунир должен отправиться туда в самое ближайшее время. И мы находимся с ним в постоянном контакте. На самом высоком уровне нашего правительства с ним постоянно поддерживается связь. Гуманитарный кризис в Ормузском проливе начинает приобретать новые масштабы. После публикации Ираном карты с обозначением собственной зоны контроля над проливом в ловушке фактически оказались более 20 тысяч моряков на примерно 2000 судов. Многие корабли уже почти 3 месяца стоят в Персидском заливе после того, как Тегеран перекрыл ключевой мировой маршрут поставок нефти и газа в ответ на американские и израильские удары. Моряки обращаются к нам за помощью, но невозможно сказать, когда эти случаи удастся решить. Потому что мы имеем дело с ситуациями, которые продолжаются уже 3 недели, 4 недели, и никакой перспективы решения нет. По данным Reuters и Международной федерации транспортников, часть экипажей сталкивается с нехваткой еды, пресной воды и медикаментов. Некоторые моряки месяцами не получают зарплату. Речь идет о суммах в $100-200 в месяц. Заработная плата не выплачивается. Совершенно недопустимо, что в современной морской индустрии подобное становится нормой. Если говорить об условиях, то, к сожалению, война сделала ситуацию еще тяжелее. А уязвимость и подверженность рискам для моряков стали еще более экстремальными именно из-за войны. Есть также проблемы, связанные с нехваткой продовольствия и запасов, а также случаи дефицита еды. У нас есть случаи, когда моряки сообщают, что едят 1 раз в день. Моряки говорят, что питаются только далом и рисом. И, на мой взгляд, самая тревожная часть — это нематериальная сторона. То, чего нельзя коснуться — психологический аспект. Моряки звонят нам и плачут. Моряки звонят нам в тревоге из-за ситуации в их семьях. Им необходимо коллективное вмешательство, потому что они важны для наших экономик, для цепочек поставок, но также потому, что они действующие моряки и гражданские лица. Люди живут в изоляции на раскаленных палубах, под угрозой ударов дронов и ракет. Представители профсоюзов говорят, что моряки звонят им со слезами и просят помочь вернуться домой. Контролируемая морская зона ПГСА Исламская Республика Иран определила юрисдикцию регулирования для управления Ормузским проливом следующим образом. Линия, соединяющая Кух-э-Мубарак в Иране с югом Фуджейры в ОАЭ у восточного входа в пролив. И линия, соединяющая оконечность острова Кешм в Иране с Эль-Кувейном в ОАЭ у западного входа. Проход через эту зону с целью транзита через Ормузский пролив требует координации и разрешения со стороны Persian Gulf Strait Authority. Тем временем Иран усиливает систему контроля над проливом. Новая структура Persian Gulf Strait Authority требует от судов получения разрешений и прохождения сложной системы согласований и платежей. Судовладельцы пытаются вывести корабли и грузы через бюрократическую схему, созданную Тегераном. Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива пытаются частично смягчить ситуацию. В портах организуют поставки воды, топлива и медикаментов, а также помогают с ротацией экипажей.
Более 500 моряков только за последние 2 месяца оказались задержаны из-за смены экипажей. Когда моряки застревают на судне в нейтральных водах, самое важное для них — знать, что есть открытый берег, куда можно добраться, и реальный доступный порт. Сойти в порту Даммама, доехать до аэропорта и вернуться домой. Это очень-очень важный шаг для любого моряка в такой ситуации. Думаю, Саудовская Аравия является таким открытым берегом. Если вам нужно работать, вы можете работать. Если вам нужно вернуться домой, вы можете вернуться домой. И пока эта ситуация продолжается, это не изменится. Однако пока переговоры между США и Ираном остаются в тупике, тысячи гражданских моряков продолжают оставаться заложниками крупнейшего энергетического кризиса последних лет. Россия необычайно экстренно сумела собрать Совет Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в оккупированном ею украинском городе Старобельске Луганской области. Российская пропаганда утверждает, что в результате атаки по общежитию в Старобельске погибли 6, 39 человек получили ранения, еще 15 числятся пропавшими без вести. В свою очередь Генштаб ВСУ сообщил, что в оккупированном Россией городе Старобельск Луганской области в ночь на 22 мая был атакован один из штабов российского военного подразделения «Рубикон», который причастен к атакам российских беспилотников по Украине. На месте могли находиться также и молодые люди, завербованные в так называемое подразделение Алабуга-Политех после насильного отчисления из учебных заведений. Пика дискуссии о ситуации в Старобельске достигла на заседании Совбеза ООН. Господин председатель, сегодня мы собрали срочное заседание Совета Безопасности в связи с очередным чудовищным терактом неонацистского киевского режима в отношении мирных россиян. Я не буду утруждать членов Совета фотографиями с места событий. Вот такими, например. Мы попросили китайское председательство распространить среди членов Совета эти фотографии с места преступления. Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением. А теперь давайте обратимся к абсурдным обвинениям российского представителя относительно предполагаемого инцидента в Старобельске, которые мы только что сегодня услышали. Россия последовательно отказывала, и мы только что снова это услышали, в доступе международным мониторинговым механизмам на временно оккупированные территории Украины с 2014 года. Не существует никакой независимой проверки всех этих безосновательных утверждений, что в очередной раз подтвердили все наши уважаемые докладчики. Поэтому все, что мы сегодня слышим о Старобельске, это чисто пропагандистское шоу и ничего больше. Подобные ложные обвинения относятся к классической дезинформационной кампании Москвы, направленной на то, чтобы отвлечь внимание от собственных военных преступлений и манипулировать международным общественным мнением. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что силы обороны Украины действуют под строгим демократическим контролем. Они действуют в полном соответствии с международным гуманитарным правом, включая принципы различения, соразмерности и предосторожности. Украина наносит удары исключительно по законным военным целям и объектам, используемым в военных целях. Соединенные Штаты вновь призывают Россию предоставить гуманитарным работникам доступ в районы, находящиеся под ее контролем. Пока мы ожидаем ответов на эти вопросы, мы подчеркиваем необходимость немедленного и всеобъемлющего прекращения огня как шага к прочному, достигнутому путем переговоров завершению войны. Эти смерти и разрушения должны прекратиться сейчас. Соединенные Штаты вновь призывают Российскую Федерацию и Украину прекратить войну, в которой пострадали миллионы людей. Мы призываем вас вести переговоры добросовестно, чтобы положить конец этому насилию, исходя из вашей обязанности защищать и сохранять жизни своих граждан. Сам факт того, что мне вообще приходится это отмечать, подчеркивает непристойную абсурдность нашей ситуации. Как ясно и кратко заявил президент Дональд Трамп, я не думаю категориями победы и поражения. Я думаю категориями урегулирования, чтобы мы прекратили убивать всех этих людей. Генсек НАТО после встречи глав МИД стран Альянса заявил, что Украина демонстрирует устойчивость на фронте, а в отдельных районах даже возвращает свои территории.
По словам Рютте, украинцы невероятно изобретательны в плане инноваций, в частности, в сфере беспилотной войны и противодействия беспилотникам. Добрый день, я из Финляндии. Хотела бы спросить, ослабили ли растущие оборонительные возможности Украины позиции Путина? Как это оценивают в НАТО? Очевидно, что Украина оказывает мощное сопротивление. И если посмотреть на линию фронта сейчас, то она стабилизируется. Или даже появляются сообщения, что Украина в чистом итоге возвращает территории. Не в огромных масштабах, но, по крайней мере, ситуация стабилизируется и, возможно, теперь даже движется в правильном направлении, а не в неправильном. То есть с запада на восток, а не с востока на запад. И это впечатляет. И это то, что делают украинцы. Украинцы проявили невероятные инженерные способности с точки зрения умения внедрять инновации. И это одна из вещей, которым мы все в НАТО учимся у Украины. Например, когда речь идет о войне дронов и технологиях беспилотников. Именно поэтому у нас есть совместная организация в Польше, где мы собираем все уроки этой войны, чтобы затем включить их в планы НАТО. Так что я бы не хотел оказаться сейчас на месте Путина. Впрочем, я никогда не хотел оказаться на месте Путина, но особенно в последние пару недель, потому что события развиваются для него не в правильном направлении. Здравствуйте, Марк. Джек из «Политика». Спасибо за пресс-конференцию. Хотел спросить, приглашаете ли вы президента Зеленского на саммит в Анкаре? И если да, уже отправили официальное приглашение? Спасибо. Честно говоря, я никогда не читаю этих писем, но я уже пригласил его. Да, пригласил. Он будет там, как и в Гааге. Владимир Зеленский заявил о необходимости активизировать дипломатические усилия для завершения войны после переговоров с лидерами Великобритании, Франции и Германии. По словам президента Украины, Киев ожидает от США новых предложений по формату мирных переговоров. Я только что говорил с нашими европейскими друзьями. Британия, Франция, Германия. Формат Е3. К концу недели может быть обновление по готовности американцев. И, конечно, многое зависит от развития ситуации с Ираном. Америка сфокусирована на этом. Делаем все, чтобы активизировать нашу дипломатию, приблизить окончание войны. Это наш первый приоритет, очевидный. Украина всегда старается, чтобы Европа была в переговорах, чтобы европейский голос точно был учтен. Вопрос в том, как именно мы вместе приведем ситуацию к миру, который будет надежным, который будет достойным. Мы договорились о встрече на уровне наших советников по нацбезопасности. Я проинформировал Эммануэля, Кира и Фридриха о ситуации в Украине, о нашей обороне. Я благодарен за высокую оценку наших позиций и достижений украинских воинов. Действительно, украинские позиции сейчас сильнее, чем в предыдущие годы. С начала года 590 километров нашей территории освобождены и находятся под контролем. Тенденция точно не в интересах оккупанта. Мы продолжаем наращивать показатели уничтожения российского личного состава. И это вместе с санкциями всех форм вынуждает Россию делать выбор в пользу дипломатии. Я дал подробную информацию, которая есть у нашей разведки, о планах россиян, военных планах и политических планах. Нужно сейчас сделать все, чтобы активизировать дипломатию. Я ожидаю ответа и от американской стороны по возможным форматам и графику встречи. В администрации Дональда Трампа одна из самых громких кадровых перестановок последних месяцев. В отставку уходит директор национальной разведки США Тулси Габбард. Информацию сначала сообщил Fox News, а затем подтвердила сама Габбард в письме президенту. Она покинет пост 30 июня. Причиной стала тяжелая болезнь ее мужа Абрахама Уильямса. К сожалению, я вынуждена подать заявление об отставке, вступающее в силу 30 июня 2026 года. У моего мужа, Авраама, недавно диагностировали крайне редкую форму рака костей. В ближайшие недели и месяцы его ждут серьезные испытания. В настоящее время я вынуждена отойти от государственной службы, чтобы быть рядом с ним и оказывать ему всестороннюю поддержку в этой борьбе. Авраам был моей опорой на протяжении всех 11 лет нашего брака. Он оставался со мной во время моей командировки в Восточную Африку в составе Объединенной миссии специальных операций, многочисленных политических кампаний. И теперь, во время моей службы на этой должности, его сила и любовь поддерживали меня во всех испытаниях. Я не могу с чистой совестью просить его вести эту борьбу в одиночку, пока я продолжаю занимать эту сложную и отнимающую много времени должность. Несмотря на то, что мы добились значительного прогресса в управлении директора национальной разведки, обеспечив беспрецедентную прозрачность и восстановив честность в разведывательном сообществе, я признаю, что еще предстоит проделать важную работу. Я полна решимости обеспечить плавный и тщательный
окончательный переход в ближайшие недели, чтобы вы и ваша команда не ощутили никаких сбоев в руководстве или темпах работы. Дональд Трамп уже объявил, что временно исполняющим обязанности директора нацразведки станет заместитель Габбард, Аарон Лукас. Президент поблагодарил ее за работу и заявил, что администрации будет не хватать Тулси. К сожалению, после того, как Тулси Габбард проделала огромную работу, она покинет администрацию 30 июня. У ее замечательного мужа, Авраама, недавно диагностировали редкую форму рака костей, и она, совершенно справедливо, хочет быть рядом с ним, помогая ему восстановить здоровье, пока они вместе ведут тяжелую борьбу. Я не сомневаюсь, что вскоре он поправится. Тулси проделала невероятную работу, и нам будет ее не хватать. Ее уважаемый заместитель директора национальной разведки, Аарон Лукас, будет исполнять обязанности директора национальной разведки. Американские СМИ отмечают, уход Габбард – серьезный удар по разведывательному блоку Трампа. За 1,5 года она стала одной из самых влиятельных и одновременно самых спорных фигур в администрации. Габбард продвигала масштабную реформу разведсообщества, собиралась сократить штат аппарата почти на 40% и резко критиковала американский истеблишмент за расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года. А еще была одной из немногих соратниц Трампа, кто поначалу пытался отрицать его заявление о разработке Ираном ядерного оружия. Какие у вас есть разведывательные данные о том, что Иран разрабатывает ядерное оружие? Ваше разведывательное сообщество заявило, что на данный момент у них нет доказательств этого. Ну, тогда мои разведывательные службы ошибаются. Кто в разведывательных службах это сказал? Ваш директор национальной разведки Тулси Габбард? Она не права. В центре Лондона заброшенную платформу станции Чаринг-Кросс превратили во временный штаб НАТО для масштабных военных учений с участием США, Великобритании, Франции и Италии. По данным британского Минобороны, сценарий моделировал возможную войну в Эстонии с активацией 5-й статьи НАТО, то есть коллективной обороны всего Альянса. На закрытой более 25 лет назад платформе линии Джубили военные отрабатывали управление операцией с участием до 100 тысяч военнослужащих, авиации и флота. Учение проводил корпус Allied Rapid Reaction Corps, силы быстрого реагирования НАТО. Маневры проходят на фоне резкого роста напряженности между Россией и НАТО из-за войны в Украине и одновременных российских ядерных учений. Британские и американские СМИ отмечают, Альянс все активнее готовится к сценарию прямого конфликта на восточном фланге Европы. В США официально вступил в должность новый глава Федеральной резервной системы Кевин Уорш, человек, который теперь фактически отвечает за американский доллар и денежную систему крупнейшей экономики мира. Образно говоря, именно от него теперь зависит, сколько будут стоить деньги, кредиты, ипотека и насколько дорого США смогут занимать триллионы долларов. Для меня это огромная честь. И сегодня я рад приветствовать вас в Белом доме, самом красивом здании. Я люблю это здание. Мы постоянно его обновляем. Это во мне говорит девелопер. И теперь оно, наконец, в идеальном состоянии. Но сегодня мы здесь для церемонии приведения к присяге нового председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша. Кевин. И честно, я действительно это имею в виду. Это не сказано ради чего-то другого. Я хочу, чтобы Кевин был полностью независимым. Я хочу, чтобы он был независимым и просто делал отличную работу. Не смотри на меня, не смотри ни на кого. Просто делай свое дело и делай его отлично. Хорошо? Следуя этому видению, Кевин восстановит доверие к ФРС, а это очень важно, среди американцев, по всему политическому спектру, и людей по всему миру. И они будут смотреть на Кевина, вероятно и возможно, больше, чем на любого другого человека, занимавшего эту уважаемую должность до него. Думаю, это правда, Кевин. За тобой наблюдает очень много людей. Я полностью ожидаю, что, как и величайшие председатели ФРС до него, Кевин сохранит целостность Федеральной резервной системы. Они будут принимать собственные решения и, надеюсь, принимать их правильно. Но при этом они будут прислушиваться к Кевину. Я действительно в это верю. Даже если они придерживаются несколько других взглядов, они будут прислушиваться к нему из уважения, потому что его уважают все. У него есть характер и лидерские качества, чтобы добиться сотрудничества внутри всего Совета. И я знаю, что он будет приветствовать серьезные дискуссии. В своей миссии по сохранению стабильности цен и высокого уровня занятости Кевин получит полную поддержку моей администрации. Каждый из этих людей очень сильно поддерживал этот выбор, включая, кстати, и самого Кевина. Я только что включил телевизор. Хотел посмотреть, как сегодня чувствует себя фондовый рынок. Рынок вырос на 600 пунктов. Это значит, что ты им нравишься. Если бы ты им не нравился, сейчас индекс на уровне 50 702. Это данные примерно 12-минутной давности. Ну, кто знает. Но, думаю, он может идти только вверх.
Присягу у Уорша принимал судья Верховного суда Кларенс Томас. На церемонии присутствовали ключевые фигуры республиканского истеблишмента, включая бывшего госсекретаря Кондолизу Райс и экс-вице-президента Дэна Куэйла. Он занимал этот пост при Джордже Буше-старшем. 56-летний Уорш считается близким союзником Дональда Трампа и одним из самых жестких критиков прежнего руководства ФРС. Трамп неоднократно обвинял бывшего главу регулятора Джерома Пауэлла в том, что высокие процентные ставки тормозят экономику и мешают его политике. Теперь Уорш получает контроль над системой, которая определяет стоимость доллара и уровень ставок во всем мире. Его приход совпадает с крайне сложным моментом. Инфляция в США остается высокой, нефть после войны вокруг Ирана превысила $100 за баррель, а бум искусственного интеллекта уже меняет рынок труда, энергетику и мировую экономику. Американские СМИ называют назначение Уорша одним из важнейших решений Трампа после возвращения в Белый дом, поскольку именно ФРС определяет финансовую устойчивость США и во многом всей мировой экономики. Спасибо, господин президент. Это превзошло все ожидания. Для меня и Джейн большая честь провести эту церемонию здесь, в Восточном зале, вместе с вами, сэр. Я не мог бы желать более прекрасного места или более радушного приема, и я благодарен. Я понимаю, как сказал президент, что сейчас для нас настало время больших событий. Для меня большая честь вернуться на государственную службу. И этой присягой я принимаю на себя высокую и торжественную ответственность. Я намерен исполнять обязанности председателя с энергией и целеустремленностью. Точно так же, как это делал председатель Гринспен, оставаясь верным миссии и лучшим традициям ФРС. Как вы демонстрируете, господин президент? Каждый день. Именно энергия и целеустремленность помогают преодолевать большие препятствия. Ваши самые большие амбиции связаны с Америкой, с тем, чего могут достичь свободные люди, когда им предоставляется такая возможность. И хотя я не наивен в отношении проблем, с которыми мы сталкиваемся, я верю, господин президент, что эти годы могут принести беспрецедентное процветание, которое повысит уровень жизни американцев из всех слоев общества. И ФРС имеет к этому отношение. Наш мандат в ФРС — содействовать ценовой стабильности и максимальной занятости. Когда мы преследуем эти цели с мудростью и ясностью, независимостью и решимостью, инфляция может быть ниже, рост сильнее, реальная заработная плата выше, и Америка может стать более процветающей и, что не менее важно, ее место в мире более надежным.